Всем привет, друзья! С вами канал Киноиндустрия со свежей подборкой лучших новых фильмов, вышедших в хорошем качестве. Как обычно, говорим о фильмах понятно, лаконично и информативно. В этот раз мне удалось собрать действительно неплохой топ. Вас ждет много интересного, поэтому не забудьте подписаться на канал. Так вы всегда будете в курсе последних новинок мира кино. А окунуться в мир телевидения и кино по полной вы можете со смотрешкой. Это новое, уникальное, интерактивное телевидение, которая позволит вам смотреть любимые передачи, фильмы, сериалы на любом устройстве, везде, где есть интернет. Более 240 каналов, 4 онлайн-кинотеатра, функции, пауза, перемотка и 14-дневный архив, благодаря которому словосочетание «пропустили любимую передачу» исчезнет из вашего лексикона, и все это в одном приложении. Будь то смартфон, планшет, компьютер, смарт-ТВ, смотрешка прекрасно поддерживает все это, и главное, одновременно можно смотреть на 3 устройствах в рамках одного тарифа. Ну то есть дома жена смотрит телевизор, ребенок смотрит планшет, а папа футбол на работе. И кстати, поскольку сервис новый, только сейчас можно подключить и попробовать 30 дней бесплатно. В предложение входят все те же 240 ТВ каналов и 4 онлайн кинотеатра. Попробуйте, и вы сами поймете, насколько смотрешка это просто и удобно. Ссылку на это чудо я, разумеется, оставлю в описании. Отличная приключенческая фантастика «Любовь и монстры» расскажет о том, как человечество взорвало подлетающий к Земле астероид, результатом чего стала мутация некоторых земных обитателей в гигантских монстров. 95% человечества погибло, а немногие выжившие прячутся в убежищах. В одной из таких колоний уже 7 лет живет парень по имени Джоэл, решив, что хватит прятаться. Он отправляется к своей девушке в другую колонию, расположенную в 80 милях от него. Это будет опасный путь, полон приключений и невиданных монстров. Будь осторожен! Это самурайский меч? Да, так и есть. Экранизация одноименного романа, а также ремейк фильма 1989 года «Ведьмы». Действие картины разворачивается в мире настоящих ведьм, живущих среди обычных людей. 7-летний мальчик, недавно потерявший родителей в автокатастрофе, перебирается жить к бабушке. Та давно знает, как распознать ведьминские повадки и желает во что бы то ни стало защитить своего внука, ведь для ведьм нет ничего слаще, чем смерть ребенка. Но все их познания оказываются бесполезны, когда они сталкиваются с величайшей, самой главной ведьмой всех времен. Одна капля превратит ребенка в мышь. И мы вытравим этих малышей. А почему мы хомяки? Мыши! Какая разница? Динамичный, напряженный экшен-триллер неистовый расскажет о Рэйчел, обычной девушке с кучей навалившихся проблем. Однажды утром, серьезно опаздывая, героиня попадает в пробку и начинает сигналить впереди стоящей машине. Позже она встречается взглядом с ее водителем, и тот агрессивно начинает требовать извинений, но после отказа девушки приходит в ярость и начинает угрожать. Рэйчел пока не догадывается, что нажила себе безжалостного врага, который не остановится ни перед чем, пока не преподаст ей страшный урок. Ты уже начинаешь понимать. Мне все ясно. Покажи, на что способна. Иначе потеряешь все. В этом году хороших фильмов ужасов было не так много, к их числу можно отнести и такую картину, как «Погребельные байки». Девушка Сэм приходит устроиться на работу в похоронное бюро. Его владелец уверяет, что каждый покойник способен поведать историю своей смерти, надо лишь быть внимательным. Сэм просит рассказать ей самое страшное из них. Гробовщик рассказывает 3, мрачные, извращенные и удивительные. Но каждую из них девушка критикует, затем она рассказывает ему свою, по-настоящему шокирующую историю. Дьявол кроется в деталях. Иногда мне кажется, что Скотт Эткинс фильмы выпускает чаще, чем я свои ролики. Однако, несмотря на это, боевик «Заложник» получился весьма годным. Согласно сюжету, бывший спецагент под псевдонимом Нера оставил опасную профессию и переехал жить в тихий прибрежный городок.
Однако не тут-то было. Одна из преступных группировок хочет использовать его как оружие и для этого похищает его сына. Мужчина оказывается втянут в борьбу преступных синдикатов, и чтобы спасти ребенка, он должен уничтожить 3 опаснейших мафиозных клана. По сути, ты хочешь сказать, что я должен всех убить? Иначе ты больше не увидишь своего сына живым. Я сделаю все, о чем просит этот мерзавец. А как закончу, я приеду за тобой. Сиквел сатирической черной комедии 2006 года «Борат 2» расскажет о все том же казахском журналисте Борате Сагдиеве, который провел последние 14 лет в ГУЛАГе, так как родина была очень разочарована его последним фильмом. Однажды премьер Назарбаев вызывает Бората к себе и дает указание. Он должен отправиться в Америку к вице-президенту Майклу Пенсу и подарить ему обезьяну. Когда Борат доплывает до Америки, то обнаруживает, что вместо животного в коробке сидит его дочь Тутар и решает подарить вместо обезьяны девочку. Моя отец – самый умный человек на плоской земле. И хоть риск распространения вируса остается низким, как сказал вчера президент, мы готовы к худшему. Майкл Пеннис, я тебе девка притащить! Весьма неплохой психологический триллер «Тайны, которые мы храним», поведает о женщине по имени Майя. Она румынка, пережившая Холокост. После окончания Второй мировой женщина встречает своего будущего мужа и вместе с ним перебирается жить в Нью-Йорк. Однажды в парке она встречает человека, напоминающего ей немецкого офицера, который виновен в гибели ее близких. Женщина решается на похищение изверга, запирает его в своем подвале, но мужчина уверяет, что она ошиблась. Неужели Майя похитила невиновного человека? Необычный, атмосферный артхаус, местами странный, а местами довольно интересный. Думаю, как все закончить. Люси отправляется вместе со своим парнем Джейком навестить его родителей. Девушка сомневается, стоило ли соглашаться на эту поездку, поскольку давно уже подумывает расстаться с ним. По прибытии Люси замечает, что в доме происходят необъяснимые вещи. Кажется, что родители Джейка то стареют, то молодеют. Героиня паникует и пытается вернуться домой, однако снежный шторм делает это практически невозможным. Мне кажется, я видела их в настоящем. Видела их в будущем. Видела их после смерти. Думаю... Можешь остаться. Что? Не уходи. Куда не уходить? Дальше. Основанный на рассказах из одноименной серии книг «Хоррор. Книги крови» поведает несколько историй. Разузнав местоположение редкой книги, 2 бандита отправляются на ее поиски. Девушка, страдающая от чувства вины, сбегает из дома, после чего начинает видеть преследующего ее пожилого человека. Знаменитая профессор, сделавшая имя на разоблачении всякого рода шарлатанов, сталкивается с мужчиной, который может установить связь с ее мертвым сыном. Судьбы этих людей окажутся переплетены самым загадочным образом. Все мы умрем. Но порой истории наших смертей должны навсегда остаться в нашей коллективной памяти. Противоречивая научная фантастика в рамках низкобюджетного кино «Эффект Манделы». Согласно сюжету, в семье разработчика игр Брэндона произошло несчастье, погибла их маленькая дочь. С этого момента жизнь в семье меняется. Мужчина начинает замечать странное несоответствие между своими воспоминаниями и тем, как все происходило на самом деле. Вскоре он приходит к выводу, что мир вокруг всего лишь компьютерная симуляция, и чтобы вернуть дочь, Брэндон решается внести некоторые доработки в исходный код этого мира. Все будет хорошо. Как по мне, шикарная комедия в стиле старых добрых горячих голов «Хэллоуин Хьюби» повествует о жителе городка Салем Хьюби Дюбуа. Он добродушный парень и большой фанат Хэллоуина, а также неудачник и объект насмешек для взрослых и детей. И вот в эту торжественную ночь в городе и вправду начинают происходить странные вещи. Разумеется, Хьюба сообщает об этом в полицию, что монстры реальны и люди исчезают по-настоящему. Но, как обычно, ему никто не верит, а значит, мужчине придется самому выступить против зла и спасти всех. Это вы?
О, нет. Полиция Салема. Не могу обойти вниманием и новую часть, весьма популярной в свое время франшизы «Дрожь земли. Остров крикунов». По сюжету миллионер и глава компании, занимающийся генной инженерией, решает разводить грабоидов на своем личном острове ради охоты для богатеев. Да, не просто грабоидов, а генетически улучшенных, они больше, злее и кровожаднее. А неподалеку от охотничьего угодья находится заповедник, где ученые внезапно узнают о новой угрозе. Само собой, на очередной охоте роли хищник и жертва меняются местами. Неспешный психологический триллер с элементами ужасов «Черный ящик» расскажет, как после автокатастрофы, в которой погибла его супруга, Нолан борется с амнезией, а помогает ему в этом его дочь Ава. Мужчина начинает посещать доктора Лилиан, специалиста мозгоправа, которая проявляет интерес к новому пациенту. Она сконструировала черный ящик, машину, способную погружать человека в виртуальную реальность и буквально перемещаться по своей памяти. К чему же в итоге приведет его путешествие по темным лабиринтам прошлого? Вы готовы? Стоит обратить внимание и на такую довольно забавную картину, как «Вампиры в Бронксе». Согласно сюжету, некая сомнительная организация скупает недвижимость в Бронксе, предлагая владельцам земли неплохую компенсацию. Паренек по прозвищу Маленький Мэр расклеивает постеры благотворительной вечеринки, чтобы спасти магазинчик приятеля, и становится невольным свидетелем того, как вампир убивает местного бандита. Разумеется, Мигелю никто не верит, кроме верных друзей, в компании которых он и решает начать войну против вампиров. Братан, ты что тут делаешь? Уже поздно сопротивляться. Мы сотрем вас с лица земли, как самых настоящих вредителей. Неспешный драматический триллер «Ложь» повествует о Кайле, девушке, чьи родители недавно развелись и живут каждой своей жизнью, но сама главная героиня никак не может с этим смириться. Однажды по дороге в танцевальный кружок Кайла с отцом берутся подвести ее лучшую подругу Бритни. По пути они останавливаются, после чего происходит страшный инцидент. Кайла утверждает, что столкнула Бритни с моста, и та пропала. Теперь напуганные родители будут делать все возможное, чтобы скрыть этот факт и защитить дочь любой ценой. Кейла, слезь оттуда! Господи! Кейла, что ты делаешь? Мы просто дурачились. Где твоя подруга? Для любителей откровенных комедий, в которых все построено вокруг темы секса, порно-лоджии или милашка, как и ты. Люси – скромная скрипачка, которая не столько боится секса, сколько не получает от него должного удовольствия. Ее жизнь переворачивает откровение бойфренда, который считает, что пренебрежение Люси сексом свидетельствует о психологической зажатости. Тогда девушка обращается к единственной вещи, дарующей ей чувство контроля, к списку дел. Она составляет список безумных поступков, которые должна совершить. Хотел спросить, он помогает? Вообще-то, сэр, он и сейчас на мне. В каком смысле на вас? Люси, крем для эрекции не на губы наносит. Ну что ж, друзья, надеюсь, вам понравилось видео. Ставьте лайки, подписывайтесь, будем вместе изучать удивительный мир кино. Всего доброго!